Здравствуйте, мои радулечки, уважаемые коллеги. И сегодня я завершаю мой третий онлайн-мастер-класс в рубрике «Искусство лечить» с вашим любимым доктором Ко. Hello, dear colleagues, and unfortunately, this is the last day of the third online marathon in the category Art Cures with your Dr. Kot. Сегодня этот урок будет подарком от меня. Today's lesson is the present for you. Вы знаете, я счастливый сын. You know, he's a happy son. Моя мама очень любит бордовый цвет. His mother likes a dark red color. И сегодня этот подарок я хочу посвятить ей. And this present he wants to dedicate to her. Сделать роскошную прическу из ее любимых цветов розы. To make a gorgeous hairstyle from her favorite flowers, the roses. Поэтому даже сегодня одел специально, видите, как бордовую рубашечку. That's why Специально you для see, нее. especially for her, he put on this color of the И в t-shirt. лице моей мамы хочу подарить эту работу и подарить свою любовь, подарить свою харизму, подарить себя полностью, ту красоту, которую я сейчас создам для всех моих любимых мам. And on behalf of his mother, he would like to present his love, his charm, his energy, everything that he owes of all mothers in the world. Извините меня, наверное, я чуть-чуть сейчас путаюсь с мыслями и немного волнуюсь. He's sorry because probably he's a little worried. И несмотря на то, что я выступаю на больших тысячных залах, And despite the fact that actually he has experience to perform in front of 1,000 people, но это моя работа. but this is his work. Но когда что-то касается личного, семьи и моей души, конечно, там, наверное, чувствуется небольшое волнение. But when he's talking about something personal, about his family, that's why he is worrying. Я хочу подарить эту работу, я не смог бы ни в коем случае ее продать, потому что я посвящаю это святому. Святому маме. So this work is dedicated to the same person, his mother. He cannot sell it. И, уважаемые мамы, никогда не обижайтесь на своих детей, даже если они делают очень грубые ошибки. Dear mothers, never get offended because of your kids, even if they do very rude mistakes. Ведь вы знаете, что вы являетесь главным человеком и смыслом жизни ваших детей. Because you need to know that you are the main sense of life. Я желаю, чтобы все мамы были самые счастливые. And he wishes that all mothers to be the happiest in the world. И жили очень долго. And live a long life. И теперь начинаем. And now let's get started. Я представлю сегодня сложную работу. He will show you today very complicated work, Пинцетную. a tweezer Она work, очень тонкая, утонченная. very thin and sophisticated. Максимально, уважаемые коллеги, постарайтесь сделать из тонких отделенных пределей много роз. Dear colleagues, try to make from separated sections a lot of roses. Мы форму сделаем в вечернем стиле. The shape will be in evening style. Я постараюсь немного ее смодернизировать тем, что угол будет высоты не один, а она будет более вытянутая. So he will do the modern shape, stretched. Да, и для данной работы я сделал разделение уха до уха через 0,2 точку. So for this work, the section is from ear to ear through the 0-second point. Затем двумя проборами, ориентируясь на уголки брови вниз. Then two partings according to the eyebrows arches down. Затем ухо до уха через 0,1 точку, но чуть-чуть выше, разделил и сделал два хвоста. And then he did two ponytails, the section again from ear to ear, a little higher than 0-first point. Главное, если вы хвост сделаете не на второй точке, а ниже, тогда будет она заваленная, вот тяжесть внизу будет прически. Поэтому очень важно, на второй точке должен быть хвост. So make sure that this ponytail is strictly and directly on the second point, otherwise you will break the shape. Поехали. Let's start. Итак, немного распылил лаком, зачесываю волосы и закалываю к хвосту на невидимке. He is spraying slightly to smooth this hair, and he is securing them with a bobby pin at the ponytail. С одной и с другой стороны. From both sides. Затем разделяем, ориентируясь на уголки брови. Then do the sectioning according to the eyebrows arches. Таким же методом убираем волосы височно-боковых зон. And the same method, he is removing and clipping the side areas. Конечно, для легкости, мои маленькие, вы можете сделать вот такие вот легкие линии. To make it look lighter, you can spread some lines. Но сегодня будет акцент именно на большой букет цветов. But main thing here, it will be devoted to the flowers. Поэтому я решил височные зоны зачесать гладко назад.
That's why he decided to smooth and bring back the sides. И также закалываем на невидимку. And use the bobby pins to clip it. Если будут волосы выглажены на утюг, то тогда розы при создании будут рассыпаться. If you make and straighten the hair with the iron, then you will not be able to do the rose. Делать гофре по длине это не приветствуется, они будут очень пружинистые, и она будет пушистая, не будет блеска. Also, don't use the crimping before you start doing the rose because it will be very fluffy and no shining. Поэтому помыли и просто вытянули феном, но не выгладили, а просто вытянули феном. That's why if you are going to do the rose, just wash the hair and blow dry it with the brush and blow dryer. Немного начесал точечным начесом в корнях. Slightly backcomb with the pointed backcombing method. Сразу мы распределяем правильно объем. And from the beginning, you need to create the proper shape and volume. Что значит правильно? What does it mean proper? Не просто назад, а ее немного раскрываем веером. Not just put back the section, but also open it like a fan. В данном случае может быть и челка. In this case, for example, the customer can have a fringe. Но мы сейчас будем делать все волосы назад. But he will bring all the hair from front backwards. Аккуратно начесали корень. Very gently you need to backcomb the root. На последней пряди делаем буквально чуть-чуть, раз-два, с внутренней стороны. The last section, make sure that you do the backcombing only inside. Аккуратно расчесал. Gently he's combing. И не вычесывая сильно начес, также не опуская объем, зачесывай гладко волосы назад. So don't reduce the volume and smoothly you need to bring the hair back. И закалываем на невидимку или на шпильку. And clip with a pin or bobby pin. И когда вы делаете одну, две, три розы, тогда может быть прядь и потолще, они могут быть массивными. If you do just 1 or 2, 3 roses, then the section should be very big. Но более 3 роз уже будет смотреться тяжело, поэтому берем очень тонкие пряди. But if you are going to do more than 3 roses, then the sections should be thin. Это, конечно, намного сложнее делать. That's harder to make. А как вы думали, мои гуглки? How did you think? Надо работать. You need to practice and work. Про розу я рассказывал очень много раз. He talked about the rose many times, Но еще раз быстренько проговорю. but quickly he will tell again. Ставим зажим для поддержания ширины пряди. To give the size for the section, he is using the hair clip. Затем мы должны начесать до середины пряди. Then the first part of the section, you need to backcomb, Только сильно не вычесывайте. but don't make it smooth too much. Начес, чтобы он был внутри, маленькая сеточка должна остаться. The backcombing net should be inside of the section. Сначала мы с вами должны сделать бутоны. First, you need to do the rosebuds. Только потом мы уже будем плести с вами очень интересным, красивым методом. And then, with the using of braiding method, Я это плетение назвал лебединое плетение. he called this swan braiding. Фиксируем лаком до середины пряди. Spray the first part of the section. Чем тоньше будут вычесаны края, тем воздушнее она будет смотреться. Thinner the edging line is, then more lighter it will look. До середины фиксируем лаком, также после этого дуем и проглаживаем пальцами. You need to spray the first part of the section and also you need to blow and smooth with the fingers. Минимум это движение вы должны сделать от 3 до 5 раз. You need to do the same movement from 3 to 5 times. После середины волосы расчесываем. And the second part, you need to just comb the section, После середины пряди. the rest of the hair. Потом мы снимаем зажим. Then remove the hair clip. И на указательный палец левой руки мы будем одновременно делать крючок и одновременно прокручивать. So with the index finger of your left hand, you need to make a hook and wrap it around. Для чего крючок? Для того, чтобы удержать и прядь не выпала. So your finger is like a hook to support. Вы должны закрутить тогда, когда прядь немного сырая. You need to wrap it while it is wet. Если она высохнет, она будет заломанная. If the section will be dry, out of spray, then it will be broken. Мы накручиваем против часовой стрелки. You need to wrap counterclockwise. Максимально старайтесь, чтобы вот здесь она была очень маленькая такая вот. And try this gap to make very small. Затем там, где держим, там и закалываем шпильками. So the place where you hold it, you need to clip with the pin. На одну розу уйдет 2-3 шпильки. For one rose, you will need 2-3 pins. После этого, когда у нас уже бутон стоит, Up to that, when the rosebud is ready, мы также по часовой стрелке начинаем ее укладывать и раскрывать. so counterclockwise, you need to open it.
Обязательно большой палец должен быть внутри пряди. Your thumb should be inside of the section. Фиксирую также лаком изнутри. Also, he's spraying inside. Затем вы можете пользоваться здесь или зажимами, или большими шпильками. You can use in this case either hair clips or big U-pins. Зажимами можете раз захватить для того, чтобы поддержать направление. So you can grab it with the hair clip. И если у вас вы решили высоту сделать выше, чтобы она была объемнее, тогда уже шпильки, потому что размер зажима стандартный. If you want this center of the rose to be higher and longer, then you will need to use the U-pins. После того, как я одел ее на зажим, After he used the hair clip, я должен прочесать прядь he needs to comb the section и немного вытянуть сверху волосы. and slightly spread some sections. И также фиксирую 2-3 раза именно вот эти 3 сантиметра. And he's spraying 2-3 times only these 2-3 centimeters. Не пытайтесь сделать сразу весь оборот, So don't try to make this wrapping from one movement, иначе не получится. otherwise you will not get it. Сначала я работаю с этой зоной, First, you need to work with that part, затем буду работать с другими волосами. then he's going to work with the rest of the hair. В данном случае, чтобы не утяжелять прядь, я решил одеть шпильку. In this case, not to make it heavy, he decided to use the U-pin. Эти 3 сантиметра готовы. So these 3 centimeters are Я ready. должен также аккуратно расчесать. Then he needs again comb gently. Также держу, чтобы большой палец был внутри. He's holding again his thumb is inside. Главное, не допускайте, чтобы внутри не было дырки. And be sure that there are no gaps and holes Вы inside. должны максимально близко прижать к основанию бутона. You need to press the rose base. Затем также аккуратно вытягиваем. Then gently you need to spread the section. Чем тоньше прядь, тем изящнее и дороже будет смотреться эта работа. Thinner the section is, then more expensive it will look. Не забывайте, после распыления лака вы должны обязательно дуть и проглаживать прядь. Don't forget, after spraying, you need to smooth and blow. Как мы убираем концы? How to fix the ends. Так как мы еще будем добавлять здесь вокруг розы косу, As they're going to be braiding between and inside the roses. нам не нужны концы So этой actually, пряди. you don't need the ends of this section. Поэтому мы их будем заматывать к основанию розы. So he's going to wrap at the rose base. Также обратите внимание, каждые 3 сантиметра я фиксирую шпильками. So if you notice, every 3 centimeter he is clipping with the pin И фиксирую с двух сторон. and spraying from both sides. Желательно лаком попадать вовнутрь, нежели на края. Preferable to spray inside, not at the edging line. И таким методом мы ведем по периметру. So this method he is using and wrapping all. Итак, уважаемые коллеги, So dear colleagues, на самом деле на изготовление, на создание одной розы уходит, вот вы сейчас даже по видео сами прослушали, посмотрели, минута-полторы. So dear colleagues, as you notice that it takes a few minutes to make one rose. Но для этого, конечно, у вас должна быть в руках хороший опыт и практика. But of course, you need to have a good experience and practice Для того, чтобы вы это смогли сделать быстро и уверенно. to make it confident and quickly. Есть такое понятие, что кому-то везет, а кому-то нет. So people sometimes say that he is lucky and someone is not. С годами исследуя это понятие, я понял, And he understood by years, что везет только тем, кто много работает над этим. and lucky person is a person who works hard. На Олимпиаде проигрывает та олимпийская чемпионка, которая не тренировалась достойно. And during the Olympic Games, the loser is those who are not practicing hard. А кто тренируется и видит свою цель, он обязательно победит. And people who see the target and aim and practice a lot, they will win. И таким методом мы сейчас делаем, как я ранее объяснил, везде розы. So the same method, you're going to do the roses all the hair. Только не делайте их близко друг к другу, But don't locate them close to each other. чтобы между ними было небольшое расстояние. Leave some space between them, Потому что из оставшихся волос мы будем плести лебединое плетение и обматывать каждую розу. because from the rest hair, he's going to show you the swan braiding. Вы пока повторяйте, мои роднулечки, а я сделаю примерно где-то 7-8 роз. So now you're going to repeat this material and he's going to do about 7-8 roses. Поехали. Let's get it started. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы продолжаем наш второй урок по рисунку. Hello, dear colleagues, and we continue the second drawing lesson. В рубрике «Искусство лечит» с вашим любимым красавчиком, доктором.
In the category Art Cures with your beloved and handsome Dr. Cott. Я тот сам. The same. Мои любимые. Our dears. Спасибо большое, многие, я вижу, выполняете задания. So we see that many of you are doing this task. Сегодня будет очень интересное, ажурное задание. Будем рисовать лилию. So today the task will be very special and you will draw the lily. Мы с вами уже умеем делать технические линии, So you already can draw technical lines делать растушевку. to make a blending. Теперь мы должны с вами рисовать овальные линии. And now oval lines. Итак, So, следующее задание. next task. Получается шестое. This is number 6. Мы должны с вами уметь рисовать вот такие линии. You need to draw this kind of lines. То есть не кругленькие Not round и не вырисовывать сильно вот так. and not very sharp like this. Этого делать нельзя. Don't do like that. Максимально постарайтесь это сделать очень свободно и легко. Try maximum to do it very simple and easy. Вы рисуете раз, ушла. You draw it easy way. Потом большая и маленькая. Then small and big. Маленькая длинная. Then small and long. Поняли, да, о чем я говорю? Did you understand the idea? То есть маленькая, а потом длинная Like линия. small and long line. Большая, круглая и маленькая. Big and small. Здесь хвостик маленький, здесь длинный. So the tail in first type is shorter and the second type is longer. И таким методом вы прорисовываете 5 таких, 5 таких. And using the same method, you need to draw 5 like this and 5 like that. Седьмое задание. Task number 7, Вы должны эти линии только нарисовать вниз. you need to draw the same lines but downwards. Сначала мы рисуем раз, First you draw, или маленькая и длинная. and then again small and longer. Большая Big, и маленькая. small and longer. И таким методом также прорисовываем 10 линий. And with this method, you draw 10 lines. И восьмое задание, Task number 8, самое интересное. the most interesting. Мы с вами должны создать 3 лепестка, You need to create 3 petals. взять эти элементы. So you take these first elements. Вы знаете, как я считаю? You know how thick he thinks. Лучше шаг за шагом, как в школе, Better step by step, like at school, зато будет результат. but then you will have a result. Нежели я сейчас быстренько нарисовал, вот, да, и без этих предыдущих уроков, и у вас бы не получилось. Or he can quickly, for example, do the whole drawing, but you will fail. Самое опасное для учителя это что? The most dangerous thing for a teacher is Когда его ученик разочаровывается. when the student is disappointed. Благодаря тому, что ученик разочаровался, все, обрубил, значит. So if the student is disappointed, that's over. Поэтому посчитайте, если в день на 1% вы что-то сделаете лучше, то через год вы будете хорошими профессионалами. So you need to think that if every day you do something for 1% better than yesterday, then after 1 year you will become Вот и professional. результат хорошего And преподавателя. that's the result of a good teacher. Теперь, уважаемые коллеги, Now, dear colleagues, мы с вами рисуем лилию. you need to draw the lily. Вы должны You need раз, 1, два. 2, Затем мы делаем с этой стороны then from that side, и с этой стороны. and from that side. Пока вы можете так грубо нарисовать без стыковки линии, So this is like a very rough sketch of lily без центра, without any center, чтобы изучить форму. just to learn the shape. И следующим шагом мы уже сделаем ее в оригинале. And the next step, it will be original flower. Затем Then, между ними мы прорисовываем еще с вами. between that petals, you are drawing more, Еще прорисовали. you are drawing more, И вы получили вот такой необычный цветок. and you get this unusual flower. После того, как вы это сделали, After you do this, и вы должны сделать их 5 штук. Раз, два, три, четыре, 5. so you need to draw 5 flowers like that. То есть по одной линии вы делаете 5 штучек. So in one line, you do 5 flowers. Поняли, да? Did you understand? 5 штучек. Раз, два, три, четыре, 5. So 5 flowers like this in one line. И 9 задание And task number 9, будет исполнение одной лилии. that will be the whole drawing of a lily. 9 задание. Task number 9, Мы рисуем одну лилию. you need to draw one lily flower. Здесь вы уже повнимательнее. So here, to be more concentrated, Создал.
Затем начинаю то, что мы с вами проходили, начинается растушевка. And then already you learned this, the blending. Обратите внимание, что уже она оживает, да какая она красивая. Pay attention, it's already beautiful and looking alive. Ну, желательно не разукрашивать, конечно. Just try not to paint this. Сначала вы сделали вот эти 3 лепестка. So first you finish these 3 petals. Карандашом вам будет намного легче это сделать, нежели маркером. It will be easier to make it with a pencil rather than with the marker. Маркер – это очень грубый продукт для растушевки. Because the marker is too thick for this blending. Многие, кто рисует, вы понимаете, о чем речь. Many people, if you draw, you understand. И затем And мы then- прорисуем следующие 3 And then 3 other petals. И точно таким же методом мы делаем штриховку. The same method, he is doing the blending. Но чтобы не соединить вот эти 2 черных пятна, But not to join these 2 black points, мы отходим буквально на 1 невидимый миллиметр just for 1 millimeter, для того, чтобы был небольшой просвет. to make this light line. И вот таким методом мы разукрашиваем. And the same method you are doing, drawing this. Итак, уважаемые коллеги, So, dear colleagues, сначала вы должны сделать вот это задание, first you need to do this task, и чуть позже, and a little later, уже завтра, tomorrow, мы с вами нарисуем силуэт головы. so you are going to draw the head silhouette. Благодаря техническим линиям штриховки мы создадим направление волос. With the help of the technical lines and blending the hair direction. Еще доработаем с вами по светотеням лилию. Also, lights and shadows, you will also draw the lily, Мы ее сделаем такой вот объемной. so you will make it more volume. Также мы добавим с вами утонченные вот такими точечками. Это называется метод пропедевтики. Also, you will add some points. Это очень интересный метод. Very interesting method. Да. И с вами создадим уже полный рисунок, полный образ. And you will create a full look. Значит, у нас 9 заданий в общем получилось. So in general, now you have 9 tasks. И вы сегодня должны сделать And you need to do today, 6-е, вот такие линии. number 6, this kind of lines. 7-е, линии вниз. So number 7, down. 8-е, нарисовать 5 линий без штриховки. So a simple sketch of a lily flower. И 9-е задание, And number 9, нарисовать 1 лилию. 1 lily flower. Итак, уважаемые коллеги, So, dear colleagues, я вам желаю удачи. he wishes you good luck. Очень надеюсь, что вам нравится мое объяснение. He hopes that you like his explanation, И те знания, которые вы получите, они пригодятся в вашей профессиональной работе. and this knowledge that you will get, you will be И useful мы for с your вами были в professional work. рубрике «Искусство лечит» And this was the category Art Cures с вашим любимым доктором Кот. with your beloved Dr. Cott. Желаю вам удачи. He wishes you good luck. Loves you. Итак, первый изгиб я создаю примерно вот здесь. So the first curving area he is creating over there. Если я его приподниму, это значит будет где-то вот чуть выше, может быть, ну, до 0,1 точки. So to the zero first point. Да. Затем Then, я беру от корням so from the root, и делаю наверх. and he is folding it. И вот у меня готова первая прядь. So the first section is ready. Теперь, Now, прежде чем ее оставить и начать готовить следующую, before you start preparing the second one, я должен немного утюгом вот так прижимать. you need to press it a little bit with a flat iron. Только обязательно, уважаемые коллеги, чтобы не испортить волосы манекена или ваших клиентов, But dear colleagues, not to damage the hair of your customer or the training head, здесь градус можете сделать 160, не надо сильно, чуть-чуть тепленько будет. Достаточно. so it shouldn't be very hot. So the degree should be medium, warm. Да, и, ну, конечно, прямого действия нету на волосы, поэтому мы не сожжем их. So you can't burn the hair because you don't touch them directly with a flat iron. Мы это делаем на фольгу You are using the foil. специально. И обратите внимание, это вообще фишка. So this is a cool trick. И я же это только придумал, вы понимаете? And the thing is that he just invented this. Карл, ты сейчас просто отключенная, я хочу где-то так... He wants to
to scream. У меня получилось. Я сначала думал, ну просто тупану, потом я увижу, что не получится, промолчу и все, а у меня получилось. He thought if he failed, he will not tell anything, but he is happy because this is for the first Я time. уже And he вижу could- финальную So картинку. he is already seeing the final look. Девочка, не расслабляйся, So don't relax когда перед тобой стоит такой сексуальный доктор Кот. when such hot Dr. Cott is in front of you. Прошу прощения, это эмоции. He is sorry, just emotions. Смотрите, как я создал форму. So this is how he created Так красиво the будет. needed shape. А теперь что хотите, то и делайте. Now, what you want, just Шучу, do it. конечно. He's joking. И таким методом So using this method, сейчас буду делать слева, справа, снизу. he's going to do that from the left, from the right, and underneath. Потом опять повторять сверху, слева, справа, снизу. Then again from top, from sides, and underneath. И видите, какой изгиб? You see the curve? И они все будут волнуться. So they all will look inside. Надеюсь, вам понравится. He hopes you will like it. Ну, еще рано радоваться, девочка. But it's early to be happy. Вдруг я сейчас фигню сделаю. Just maybe in case he can fail. Ничего страшного. But it's okay. Блины бывают разные. Pancakes can be different. Ну, давайте еще одну с вами сделаем. He will show you one more. Сделаем вместе. Let's make it together. Поставил также зажим. Again, he's using the hair clip. Чуть-чуть распыляю лаком для того, чтобы сгладить пушистые волосы. Just slightly spray to make it smooth. Потом еще чуть-чуть. Then again, spray И расчесываю. and comb. Для того, чтобы я смог потом в финале разъединить волоски друг от друга, пряди. So this combing method will help you to separate the sections in the finish. Это движение с лаком нужно сделать минимум 2-3 раза. You need to make the same movement with the spray 2-3 times. Затем я должен взять фольгу, You take the foil, делаем как центр, you fold it into two parts, чуть-чуть руки в лаке. hands are in spray. И теперь мы должны прядь замотать и запечатать. So you need to put the strands inside the foil and cover it. Так я поставил. So place it inside, Раз. cover it. Потрясающая техника, да? That's an amazing method. Поставил. Теперь у меня должен соответствовать этой высоте. So the size should be the same. Раз я поставил. You fold one time, Обязательно корню definitely to the root, и делаем вот так вот. and fold again. И зажимаем, как же зажимаем. And press it with the flat iron. И таким методом делаем все пряди. And using the same method, you need to do all the sections. Немного к концам закругляю. And make it round, little round shape by the ends. Сделал все пряди. So all sections are done. Посмотрите, как это выглядит. Have a look how it looks. То есть все направление вовнутрь. So all the direction is inside. Теперь по краевой начинаем снимать потихонечку и очень аккуратно. So you start opening from the top. Снимаем фольгу. So you remove the foil И посмотрите, какие они у нас уже заломанные. and have a look. They are folded. Оба. Посмотрите, Have a какой look. листик, Господи, прости меня. Such a nice petal. Это же от кутюрье, это высокое искусство. This is high fashion, handmade. Господи, я тебя тоже. Извините. Juicy kiss. Итак, уважаемые коллеги, мы продолжаем уроки третьего марафона в рубрике «Искусство речи». So, dear colleagues, we continue the lesson of the third online marathon. Art series. Будьте серьезными, чтобы производить серьезное впечатление. Be serious to seem serious. Снимаем листья, So he is removing the foil, the чуть-чуть petal. фиксирую внутри лаком, Just slightly spray inside, только сильно не заливайте. but don't overspray. Дуем. Blow. Но здесь можно, конечно, и феном прогреть. In this case, you can use the blow dryer. И одеваем к основанию, в корень шпильку, And place the U-pin to the base, to the root, для того, чтобы поддержать направление пряди. to keep the direction of the strand. И таким методом создаем сейчас форму. And creating the shape, use this method. Ну, очень красиво. It's really beautiful. Очень необычно тогда. Very unusual, isn't it? Видите, и вот я ставлю сюда вот шпилечку. So he's putting and placing the pin over there. Только после того, как мы все сделаем, я начну раскрывать.
Only after you open and place all the strands, he will start opening it. Здесь, конечно, можно использовать маленькие шпильки, You can use small pins in this case, чтобы их не было очень много. so to avoid having them many. Итак, мои куколки снял. So our dears, he removed the foils. Теперь начинаем их разъединять. Now start separating them. И начинаем от центра. And you start from the central. Видите, как мне легко их разъединять на тонкие-тонкие лепестки. You see, it's pretty easy to separate them